В отечественных исторических кругах неоднократно приходилось слышать поговорку о том, что когда в Англии запустили первую линию метро, в России всего лишь только отменили крепостное право. Действительно, с точки зрения официальной истории, возразить нечем. В то время, когда весь цивилизованный мир демонстрировал даже не только на выставках чудеса техники XIX века, Лапотная Русь только начинала приобщаться к цивилизации. Были, конечно же, гении и мыслители, но никаких технических чудес, как говорят сейчас в федеральном масштабе, создать они не смогли. Во всяком случае, все их труды остались только в единичных экземплярах или даже просто на бумаге. Действительно, если дела обстояли именно так, и стояла задача банального выживания, то стране в то время было не до чудес цивилизации. Объяснить факт отсутствия крепостного права на окраинах можно только тем, что либо сельское хозяйство там не было основным видом деятельности для жизнеобеспечения, либо та власть, которая ввела крепостное право, эти регионы просто не контролировала. Но с этим пусть занимаются историки, а мы вернемся к первой части этой поговорки. Первый из проектов московского метрополитена был предложен в виде эскиза в 1901 году. Данный проект, разработанный инженером путей сообщения А.И. Антоновичем, представило общество Рязано-Уральской железной дороги. Он предусматривал строительство кольцевой наземной линии в пределах городской черты, подземного диаметра от Трубной площади до Ильинки и 5 радиальных линий, соединявших кольцевую линию с центром города. Были проведены изыскания, и окончательный проект дороги был составлен П.И. Рашевским, причем длина по сравнению с проектом Антоновича была сокращена с 57 до 41 версты. В результате по проекту Антоновича в 1902-1907 годах была построена Московская окружная Ж.Д. без радиальных линий, а городская дума 30 января 1908 года выступила против проекта радиальных линий Антоновича из-за сооружения городской железной дороги в пределах городской черты с диаметральными линиями, не употребив, впрочем, термина «метрополитен». Наибольшую известность получил проект, разработанный в 1902 году инженерами П.И. Балинским и Е.К. Кноря. Он предусматривал сооружение внеуличной железной дороги, соединявшей Замоскворечье с Тверской заставой. 7-20 августа 1902 года проект был представлен городской думе, но та после бурных обсуждений отклонила его, вынеся резолюцию. Господам Кноре и Балинскому в их домогательствах отказать. Гласные городской думы усомнились в достаточной проработанности проекта, к тому же сыграла свою роль и существовавшее на тот момент трамвайное лобби. Трамвай доставлял казне существенную прибыль. И так до конца XIX века страна выбиралась из нищеты, чтобы подготовить почву для деятельности различного рода революционеров. Эта парадигма всегда была удобной, особенно для теоретиков соцреализма. А так ли это было на самом деле? Если вернуться к второй части той поговорки, то крепостное право в России достаточно неоднозначная вещь. Оно документально зафиксировано только в центральной части европейской России. Его не было на севере, на юге и даже за Уралом. Как понимать этот странный факт? Наиболее правдоподобным объяснением здесь является то, что власти решили принудительно пресечь миграцию населения, вызванную внезапно наступившей непригодностью земель для ведения сельского хозяйства. Причиной такой непригодности стало неизвестное природное явление, уничтожившее плодородный слой почвы, или накрывшее его минерализованным грунтом, неспособным воспроизводить растительность. Крепостное право существовало как факт и действительно было отменено в 1861 году. Очевидно, на это время пахотные земли в какой-то степени восстановились, и подобные административные меры утратили актуальность. Действительно, если дела обстояли именно так, и стояла задача банального выживания, то стране в то время было не до чудес цивилизации. Объяснить факт отсутствия крепостного права на окраинах можно только тем, что либо сельское хозяйство там не было основным видом деятельности для жизнеобеспечения, либо та власть, которая ввела крепостное право, эти регионы просто не контролировала. Но с этим пусть занимаются историки, а мы вернемся к первой части этой поговорки.
Итак, метро. Действительно, во всем развитом западном мире XIX века подземный железнодорожный транспорт имел бурное развитие. Во всех крупных городах Европы и Америки новый вид городского транспорта постоянно вводили в эксплуатацию, о чем победно вещали все средства массовой информации того времени. Метрополите Н. АТФР, Метрополитен, Сокр. Ачемен де Фиор, Метрополитен, столичная железная дорога, метро, ФР, метро, Англ. Сабвей или метро, а также Брит, Англ. Андерграунд, подземная, внеуличная, городская железная дорога с курсирующими по ней маршрутными поездами для перевозки пассажиров, инженерно отделенная от любого другого транспорта и пешеходного движения, первая линия метрополитена длиной 6 километров была построена в Лондоне. Запущена 153 января 1863 года. Изначально первая линия в Лондоне эксплуатировалась на паровой тяге, которая, начиная с 1890 года, заменялась на электрическую. Второй метрополитен был открыт в Нью-Йорке в 1868 как надземный. Однако первые надземные участки не сохранились и впоследствии были заменены подземными. Первая подземная линия открыта в 1904. 6 июня 1892 года открыта первая надземная линия метрополитена Чикаго на паровой тяге. На европейском континенте старейшими являются метрополитены Будапешта, 1896, Глазго, 1896, Парижа, 1900, Берлина, 1902, Гамбурга, 1912. В России первая линия метрополитена была торжественно открыта в Москве 15 мая 1935 года. Почему в России метро было впервые открыто с таким опозданием? Понятно, что революция внесла свою долю ожидания в этот срок, но зато потом благодаря ей метро стало расти рекордными темпами, и не только в Москве. Тем не менее, вопрос отсутствия метро в Санкт-Петербурге и Москве хотя бы до Первой мировой войны во многом вызывает недоумение. По современным данным из архивов, российская промышленность в начале XX века делает стремительный рывок, во многом даже обгоняя западную промышленность. Оборудование отечественных производителей на различных выставках совершенно не уступает по характеристикам оборудованию зарубежных аналогов и по машиностроению в частности. Умом, конечно, Россию не понять, но тем не менее факт имеет место быть. В обеих столицах метрополитен отсутствовал, даже несмотря на то, что население этих городов превысило к тому времени 1 миллион душ. Что-то тут не так. Ну и для того, чтобы вникнуть в это, ознакомимся с официальной историей первого запущенного в России московского метрополитена. Первое предложение по созданию метро в Москве появилось еще в 1875 году, когда инженер Василий Титов выдвинул идею проложить подземную железнодорожную линию от Курского вокзала через Лубянскую и Трубную площади до Мариной рощи. Но до проекта дело так и не дошло. Предположительно, против метрополитена была настроена русская православная церковь. Цитата из письма столичного архиерея к московскому митрополиту Иннокентию. «Возможно ли допустить сию греховную мечту? Не унизит ли себя человек, созданный по образу и подобию Божию, спустившись в преисподнюю?» Но официально аргументом для отказа от строительства стала экономическая нецелесообразность. Первое упоминание о московском метрополитене и первые планы строительства московской подземки появились в 1897 году. Они были увязаны с проектированием в 1890-х годов окружной железной дороги в 1897 году. По примеру Берлина, правление общества Рязанско-Уральской Ж.Д. представило проект такой дороги с трехколейной диаметральной линией для перевозки пассажиров между тупиковыми вокзалами. Линию планировали проложить в тоннеле через центр города, между Трубной площади и улицей Ильинкой. Аналогичный проект предложил инженер Е. Нальтейн из общества Московско-Казанской Ж.Д. Альтернативный проект был представлен инженером А.И. Антоновичем, который предлагал вынести окружную дорогу как можно дальше, а для связи с городом использовать радиальные линии, по которым бы осуществлялась в том числе и перевозка пассажиров. 6 радиальных линий
сходились к центру Москвы в форме звезды и предназначались для перевозки рабочих, живших в пригородах и работавших в городе, и дачников. Не будем заходить издалека. Все эти сооружения использовали энергетику прошлого, о чем говорят купола, шпили и прочая атрибутика. Какие-то заведения были капитальные, но были и легковозводимые, деревянные. Возможно, их делали только на летний сезон, как, например, на море. Ничего необычного, то же самое делается и сейчас, только без куполов и шпилей. Но вернемся в Америку. Если бы не надпись на фото, можно было бы подумать, что перед нами храмовый комплекс. Такое заведение явно рассчитано на большое число людей. Трудно поверить, что это ранний Макдональдс. Можно подумать, что такие сооружения сделали специально для какой-нибудь выставки. Но факт таких странностей не единичен. Были и такие экземпляры. Америка не перестает удивлять своими ресторанами. Не исключено, что Парфеноны и прочие подобные артефакты были обычными ресторанами. Просто некая историческая сила их слегка подразрушила, чтобы потомки долго разгадывали их назначение. А что? Если позбивать все шпили и поставить на их место статуи, получится просто храм, или может быть храм культуры. Даже статуи можно не ставить, а оставить пустое место. Античная архитектура есть большая загадка. Но это шутки, и между тем упорно посещает мысль, что эффект этих зданий везде был одинаков. И где-то его использовали под какое-то загадочное восстановление человека. А каким образом? Но дальше больше. Если сопоставить весь XIX век и даже первую декаду XX века, то странных военных событий и природных катастроф там происходило достаточно много по всему миру. Они шли на всех континентах, разве что исключая Антарктиду. В Америке эти странные события сейчас называются пожарами или землетрясениями. Итогом этих событий всегда было примерно одно и то же: разрушенные города. Но разрушенные так, что повторить такое разрушение в наше время можно только ядерными зарядами. Ощущение такое, что по всей планете ходили некие вооруженные формирования и тупо зачищали мир от остатков прошлой цивилизации. Историки потом подвели данные события под франко-прусскую войну или землетрясение в Чикаго, например, потому что совсем их скрыть было невозможно. И наша Крымская война, скорее всего, была простым рядовым событием, вырванным из контекста общей мировой истории тех времен. Что было причиной такой общемировой зачистки? Выжившие сквозь войны и катаклизмы, старые здания и сооружения у многих прозревающих обывателей вызывают вопрос как. И это совсем не обязательно культовые объекты, наверное, в каждом населенном пункте выше среднего, имеющем историю более 150 лет, найдется каменная постройка, повторить которую сейчас не в состоянии никто. Более того, попытки разрушения таких построек вручную очень затруднительны. И тем не менее, есть много свидетельств, что их делали именно в XIX веке. Что же за секретами владели строители тех лет? Наверное, здесь надо начать с того, что по историческим меркам это было почти вчера, и за это время люди не могли сделать резкий эволюционный скачок. Их интеллектуальные способности были на таком же уровне, как и у современных людей. Более того, они не имели компьютеров и не имели современного технологического оборудования, что ставит их по сравнению с современными строителями в более проигрышное положение. Несмотря на это, именно в XIX веке застраиваются в большинстве своем все исторические центры крупных городов по всему миру. И Россия тут не исключение, пока оставим в стороне Санкт-Петербург, хотя там тоже не все так однозначно. Застройка эта была вызвана тем, что по миру прошелся какой-то непонятный катаклизм, который разрушил полностью или частично многие бывшие до этого здания, и их пришлось создавать заново. И создали их такими, что современным людям остается только гадать, а историкам на полном серьезе выдвигать версии о сакральных знаниях масонов, каменщиков, а не тех, кого недолюбливал Сталин. Где же в мировой хронологии произошел разрыв, который обнулил все знания и опыт, накопленные строителями тех лет? Давайте попробуем это понять на основе имеющихся исторических материалов. Строительство зданий велось по упрощенной технологии. Металлический каркас обшивали обычным деревом, а на него крепили материал под названием штоф. Именно он
и придавал зданиям благородный классический вид. Для тех, кто не знает штоф, есть отделочный материал, выполненный в формах с применением армирующей ткани и наполнителя. Как правило, в виде ткани использовали мешковину, а в виде наполнителя – минеральные порошки на клеевой основе. Формами можно было придать штофу любой вид, от листов до скульптур. Крепить его можно было чем угодно, от клея до гвоздей. Технология простая, быстрая и дешевая. В те времена ее использовали достаточно часто для строительства зданий с небольшим сроком службы. Ситуация в Сан-Франциско того времени оставалась сложной. Город несколько лет тому назад пережил серию мощных землетрясений, устранить последствия которых к тому времени еще не успели. Несмотря на это, за 1 год возник огромный и вполне респектабельный выставочный комплекс. В общем, все предельно ясно. Налицо обычная классическая система выработки атмосферного электричества, какая широко применялась везде, в том числе и на храмах. Разве что в силу большей мощности здесь применили большее количество ваз с веществом тейн, которые стояли по всему периметру сооружения с определенным шагом. Налицо такая же конструкция, как и описанная здесь, только разве что с более высокой производительностью. Ну и как следует, большевики в своей манере снесли на крыше все, что хоть как-то участвовало в схеме выработки атмосферного электричества, включая даже участки колонн, на которых стояли вазы. Вместо них был выстроен ненужный чердак, который сильно изменил вид башни, может даже в худшую сторону. Так что, как видим, сама возможность существования бесплатных коммунальных услуг в XIX веке действительно имела место быть, и что самое интересное, для восстановления такого чуда нужна самая малость. Еще далеко не все разрушено, и не все исторические материалы уничтожены. Собственно, история секретов водопровода на его сносе косвенно не завершилась. В 1937 году в Муроме создается училище связи. Оно просуществовало там до 1964 года, когда после известных событий было передислоцировано в городе Новочеркасск, в связи с чем городом базирования данного училища был выбран именно Муром. Выбран он был далеко не случайно. Помимо странных событий, описанных в прошлой части, и связанных так или иначе с водопроводом, город имел еще один технический секрет. Секреты дореволюционной инфраструктуры железных дорог совсем не заканчиваются секретами водоподъемных или водоемных сооружений, систем водоснабжения. В других сооружениях того времени таилось ничуть не меньше секретов. Возьмем теперь в качестве объекта исследования гражданские сооружения железных дорог, за исключением пассажирских зданий. Они достойны того, чтобы их рассмотреть отдельно. Гражданские сооружения – это все прочие здания, от железнодорожных казарм и уличных туалетов до зданий отделений и управлений дорог. Работникам НГЧ, если такая служба в РЖД еще есть, наверное, это будет интересно. Особенностью России являлось то, что она имела, да и имеет сейчас, бескрайние просторы. Чтобы охватить их сетью железных дорог, нужны были колоссальные затраты материальных ресурсов, в том числе и для строительства зданий различного назначения. При строительстве зданий использовались, как правило, местные строительные материалы. Имелись типовые проекты зданий для станций различного класса, которые успешно реализовывались для этих целей в зависимости от местных условий. В этом нет ничего удивительного, как правило, практически везде использовались пиломатериалы, лес и камень с близлежащих карьеров, чем всегда была богата Русь-матушка. Конечно же, для управленческих и прочих подобных зданий строительство велось по индивидуальным проектам, и стройматериалы скорее выбирались, чем адаптировались из местных. Ну и средства на это тоже выделялись соответственно. К чему это все? Интересно то, что в подавляющем большинстве случаев все эти здания пережили несколько эпох и эксплуатируются до сих пор. Даже казармы на разъездах продолжают здравствовать, несмотря на недолговечность деревянных конструкций. Только сейчас практически везде в эти здания подведены централизованное электричество или теплоснабжение. А как же было при царе, когда это технически было в таком объеме нереализуемо? Наверное, все же были какие-то секреты. Давайте посмотрим. Начнем с перронных отхожих мест, то есть уборных ям или просто уборных, в современной истории. Имеется очень много предметов,
над происхождением которых сейчас не задумывается никто. Но совсем недавно, чуть более 100 лет назад, они имели совсем другое назначение. Просто в силу сложившихся обстоятельств это значение было утрачено или даже искусственно сокрыто. Рассмотрим это на простом примере. Представьте, как можно пить вино из подобного шедевра. Это напоминает сказку про лису и журавля. Но опять все встает на свои места, если подобный кубок был одной из деталей крыши старинных сооружений, какие описаны во многих статьях. Ну и с этой же целью кубки ставили не только на крыше, но и на перила лестниц. Стоп. Начинаем думать, а точнее вспоминать основы словообразования в языках индо-романской группы. Как известно, в проязыке все слова были одинаковые, но в процессе эволюции слова могли измениться у различных народов по-разному. Но всегда и везде выдает общность происхождения слова последовательный набор согласных звуков в данном слове. Спортивный кубок, как звучит в европейских языках. В английском языке это кап, во французском куб. Стержнем слова является набор звуков купе, если не обращать внимания на транскрипцию. А что в русском языке подходит под эту комбинацию звуков? Ну, конечно же, купол. Может быть, не было бы коммунистов, и спортивные кубки именно так и называли бы, а тогда догмы не позволяли это делать. Ну, да ладно. Итак, лед тронулся. Для чего был нужен купол в принципе, уже ранее рассматривалось. Его задачей была генерация электрических колебаний под воздействием внешних атмосферных. И разновидностей таких куполов было очень много. Получается, что наши кубки и есть мини-купола. Да, снова становится понятным, почему такие кубки лепили везде, где только можно, от окон до мебели. Все думают, что это детали эстетики, а оказывается, это далеко не так. Таких фотографий интерьера богатых домов XIX века очень много. Оказывается, наши мини-купола имеют много функциональных назначений, одно из которых было рассмотрено как источник электрического поля. Сдается мне, что в рыцарских турнирах победителю доставался не просто сосуд для вина, а самый главный купол с того замка, который принадлежал побежденному. Этот купол, который потом стал кубком, был геральдическим символом побежденного. Опять все встает на свои места. Ну, а что же с кубками на перилах? Наверное, здесь уже надо углубиться в архитектуру.